Приветствую вас, гости и подписчики моего канала. После неудавшейся попытки заинтересовать Тони Фергюсона перспективой боя с Исламом Махачевым, в UFC предложили ему Бениила Дариуша, который в феврале раздельным решением одержал победу над Диего Феррейрой. В этом ролике узнаем больше об этом бойце, сильные и слабые стороны, о том, с какими трудностями придется столкнуться Эль Кукую на UFC 262 и его дальнейшие перспективы. Тридцатиоднолетний Бениил Дариуш, уроженец Ирана, после миграции в Соединенные Штаты начал серьезно заниматься бразильским джиу-джитсу, позже стал чемпионом мира в этом виде спорта и получил черный пояс. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2009 году. Дебют в UFC состоялся в 2014 с Чарли Бенниманом. Бениил – один из тех бойцов, которые не сдаются и идут тернистыми тропами к своей цели. На счету ассирийца 25 боев и всего 4 поражения от таких топов. Эдсон Барбоза, Александр Эрнандес. Шестой в списке полусредневесов Майкл Киеза. Нельзя не отметить в очередной раз мастерство Эдсона Барбозы. Сам Бениил занимает 9-ю строчку рейтинга в дивизионе. В основе его стиля, конечно же, грэпплинг и борьба. 8 побед с сабмишенами и еще 7 решением. Надо отдать должное, в этом аспекте Дариуш идет наравне с топами и становится проблемой не только для базовых боксеров, но и для хороших джиу-джитсеров. Зацепом или проходом в одну ногу Бенни переводит оппонента на канвас, где начинает сковывать и контролировать у сетки. Таким образом, он одержал почти все свои победы решением. Фрэнк Камачо на себе ощутил джитсерские скиллы Дариуша на 3-й минуте первого раунда. Удушением сзади ассириец заставил его постучать. В этом бою Бениил здорово усыпил бдительность Фрэнка, начав сначала делать упор на работу в стойке. Позже он внезапно для него сменил этаж, бросившись в ноги, а после сделал то, что было более всего реализуемо. Таким же способом Бенни решил расправиться и с Дракаром Клозе, накинувшись на него в первом же раунде со спины. Однако замкнуть руки Клозе ему так и не дал. Бенни этим здорово измотал соперника. Тот увлекся разменами в стойке и пропустил оверхенд. Вообще у Дариуша типичный футворк в исполнении базовых борцов. Оверхенды и крюки летят в момент, когда соперник ожидает прохода в ноги. Неплохо получаются у него и беквисты. Как, например, нокаут Скотта Хольцмана. Ударная техника используется ассирийцем для увеличения объема полезной работы. У него в целом очень хорошее чувство темпа. Боец понимает, что нужные для победы очки можно и нужно добывать всеми способами, грамотно их комбинируя, не попадаясь в ловушки оппонента и сохраняя запас энергии. С запасом энергии черный пояс по BJJ проблем не испытывает. Он спокойно проводит 3 раунда. Прошедший год был сложным для всего мира. Череда неудач не прошла мимо и некогда грозного бойца легкого дивизиона Тони Фергюсона. Карьера мексиканского бабая до боя с Джастином Гейджи была подобна подъему по отвесной скале вверх. Соперник за соперником Тони расправлялся с очередным трудным вызовом. Он выходит в октагон не за славой, деньгами или наследием. Его выступления подобны творчеству талантливого мастера-художника или музыканта. В этот раз мы не будем рассматривать его технику, навыки и геймплан. Мы посмотрим на то, что мешает ему сейчас, на самое важное для него сейчас – ментальную составляющую. Потерпев сокрушительное поражение от Гейджи, он словно потерял вдохновение, опустел. 2 весогонки за короткий срок и возраст не дали чисто физически реализовать свой потенциал в этом бою. Восстановление шло очень трудно. Прежде всего, мастер Эль Кукуй не смог восстановиться ментально. 12 декабря 2020 года он снова потерпел поражение. На этот раз молодой и перспективный Чарльз Оливейра перестрелял Тони по очкам, открыв себе путь к бою с Майклом Чендлером. Многие говорят о большой силе воли Фергюсона, что именно поэтому он выдержал рычаг локтя в исполнении Оливейры.
Но если приглядеться, видно, как Тони просто-напросто безразлично на получаемый урон. Единственное, что его в тот момент отвлекало от своих мыслей, это давление оппонента. Он вышел на тот бой точно так же, как вы ходите на работу в самый обычный будний день. Нет сомнений в том, что при прочих равных Тони перебьет и переборет ассирийца. И не потому, что Дариуш плохой боец, а лишь потому, что у них разный класс. Эль-Кукуй боец совершенно другого уровня, даже несмотря на его 37 лет, Дариуша он пройдет. Решающим, ключевым моментом в этом поединке станет настрой Тони. Смог ли он оправиться ментально? Смог ли он принять себя уже не молодого? Принять то, что организм уже не выдерживает таких нагрузок. Ну и самое главное, видит ли он себя претендентом на титул, когда со всех сторон не только молодежь, но и возрастные бойцы уже наступают на пятки. Моим прогнозом будет совет не ставить крупно на этот бой. Что касается исхода, то предположу победу Тони. Хочется верить, что в 2021 году бойцы не будут завершать карьеру на самом пике. Надеюсь, еще увидим боевое искусство от мексиканского Эль-Кукуя. Друзья, пишите свои прогнозы в комментариях и не забывайте подписаться на канал, если вам нравится контент.